Василиса росла болезненной и слабой девочкой. Чаще всего у нее болели ноги. Родители возили малышку по врачам, по профессорам, искали всякие редкие лекарства, но все без толку. Девочка начала терять способность ходить. Как-то раз мой светило медицинских наук посоветовал родителям отправить ребенка в деревню, если есть такая возможность. Доктор считал, что свежий воздух, настоящие деревенские продукты, а главное – тишина. Только естественные природные звуки помогут, если не предотвратить проблемы с ногами, то хотя бы остановить их усугубление. У папы Василисы была одна дальняя родственница, кажется, тетя или двоюродная бабушка, которая как раз жила в сельской местности. Решили попробовать отправить Василису для начала на лето. В конце мая родители собрали девочку и поехали все вместе знакомиться с бабушкой. Татьяна Дмитриевна встретила родственников с распростертыми объятиями. Василиса как-то сразу понравилась бабушке. Девочка стала называть ее «баба Таня». Пока у родителей был отпуск, они ходили с девочкой на речку, в лес, просили прислушиваться, как поют птички. Василиса радовалась природе, лесу, но, как ни старалась, она уже не слышала птичьих поют. Родители были очень расстроены, но делать нечего. Отпуск закончился, они уехали, а девочка осталась коротать время со старушкой. С тех самых пор Василиса была предоставлена сама себе. Бабушке было некогда гулять с девочкой по лесам да по лугам. Баба Таня занималась на огороде почти целый день. Все что-то пропалывала, подвязывала и окучивала. Василиса посмотрела на бабушкины дела, да и заскучала. Неинтересны были ей какие-то помидоры, морковка да редька. Деревня была тихая, дорога проходила в стороне, вокруг лес, поля и речка. Вот Василиса стала проводить время на природе, лазала по деревьям, даже рыбачить пыталась, привязав веревочку к палке. Ребятишек в деревне было немного, но они не стали дружить с девочкой. Она толком не могла объяснить, что плохо слышит, а остальные стали думать, что Василиса заносчивая. Некоторые ребята стали даже дразнить Василису, а ей хоть бы что, отвернется от них и не слышит, ковыряет себе что-то палочкой на земле или рассматривает камушки. Так бы все и продолжалось, если бы не Лена. На год младше Василисы, а догадалась, что девочка просто плохо слышит. Лена была задорной девчонкой, смелой, никого не боялась, даже тех ребят, что постарше. Так они и подружились. Если надо было, Лена повторяла девочке сказанное прямо на ухо, погромче, чтобы она слышала. Если ребятня вновь бралась дразнить Василису, Лена заступалась и грозила озорникам своим кулачком. Так они вдвоем и ходили по деревне за ручку. Вместе в лес, вместе на речку. Лена научила девочку в дочки матери играть, а она, Сирая, лазать по деревьям и в войнушку. Однажды случилось у них целое происшествие. Нашли ребята большую черную птицу где-то за сараями. Видать, кошки напали и порвали, а может, даже и собаки поучаствовали в трепке. Никто точно не знает, однако птица была серьезно изранена и потрепана. Василиса сначала подумала, что уж не живая совсем птичка. Хотела было предложить похоронить, а Лена прислушалась и говорит ей, что птичка-то дышит. «Ты, говорить, не слышишь просто, а я слышу, так что верь мне». Василиса верила своей подруге безгранично. Принесли они подранка к бабе Тане. К Лене нельзя было, у нее был огромный кот, рыжий и вредный. Когда девочка приходила, котяра всегда старался ее лапами по ногам царапнуть. «Это он ревнует», — сказала Лена. А Василиса не знала, что это значит, но верила подруге на слово. Ей лучше знать, что там ее кот делает. Бабушка посмотрела на находку и руками всплеснула. «Ох ты, бедный, как же это они тебя?» «Это не мы, бабушка», — возразила Василиса. «Да я знаю, милая, знаю», — погладила она девочку по голове. «А что это за животное?» — спросила Лена, рассматривая, как бабушка вытирает птицу от перьев. «Это милая воробейка. Птица умная, серьезная». «Как же это так его угораздило?» — рассуждала баба Таня. Воробейка лежала в коробке с закрытыми глазами при открытом клюве и часто дышала. У нее была сломана лапа и крыло. Укусы хищников бабушка промыла и замазала йодом. Попробовала напоить птицу, но удалось только влить чайную ложечку в клюв.
Теперь у ребят появилась новая забота – сидеть рядом с коробкой и смотреть на пациента. Через несколько дней воробейка пошевелилась, стала поворачивать голову, а к вечеру сама попила воды. Даже бабушка обрадовалась, что птица пошла на поправку. Теперь ребятишки стали ловить ей мух и комаров. Но воробейка почему-то не любила их. Она с удовольствием ела червяков, которые выползали после дождя. Лена наотрез отказалась брать в руки такую гадость. А Василисе было привычно. В своих попытках порыбачить она перетрогала их целую сотню, поэтому отлов червяков стал ее обязанностью. Лена заметила, что воробейка не прочь полакомиться печеньем и арахисом, а также семечками и конфетами. Вскоре она уже довольно бодро скакала по комнате и внимательно все рассматривала. Лапка оказалась не сломана, а просто вывихнута, и вскоре она зажила, а вот крыло пострадало очень сильно. Она по-прежнему тащила его по земле. Бабушка каждый день проводила ей осмотр. Василиса помогала. Она очень полюбила ухаживать за воробейкой. Бабушка смотрела на крыло птицы, тосковала языком и приговаривала: «Эх, не видать тебе больше неба». «Почему, баба Таня?» – жалобно спрашивала девочка. Бабушка только вздыхала, но ничего не говорила. Воробейку теперь выносили погулять. Она сидела на плече у Василисы, а та гордо вышагивала с птицей по деревне. Все ребята, которые дразнили девочку, теперь завидовали ей. Они просили погладить ручную птицу и наперебой тянули руки. Василиса была не жадная девочка и разрешала, только просила не трогать крылышко. Воробейка повсюду сопровождала девочку и в магазин, и в аптеку, если просила бабушка. Надо было придумать имя птицы. Лена предлагала какие-то все смешные и детские имена. То черныш, то малыш. Смешно ведь. Птица ведь взрослая. Как-то по телевизору показывали кино с участием известного актера. Называется «Забавная жизненная история». Уж до чего наша воробейка бабушке напомнила главного героя. Такой же чернявый да смелый. Вот и стали воробейку звать Рудик. А он стал откликаться. Вскоре крыло у птицы срослось, она даже смогла убирать его полностью, а не тащить по земле. Но летать по-настоящему уже не получалось. Немного, только пару метров над землей. Василиса выносила ее в поле на плече. Лена смотрела, чтобы рядом собак никаких и кошек не было, и они отпускали ее. Воробейка разбегалась и пыталась немного пролететь. Потом крыло начинало болеть, и она возвращалась. Однажды Лена поехала с родителями в город. Что-то покупать. Погода была хорошая. Василиса вышла в поле, осмотрелась и отпустила ее. В этот раз у воробейки получилось лучше обычного, и она улетела довольно далеко. А Василиса не видела даже ее. Она звала птицу, но та не возвращалась. Девочка села на землю и заплакала. Ей было обидно. Вот что теперь она скажет своей подружке, почему ушла без нее и потеряла Рудика. Вдруг птица села к девочке на плечо. В клюве она держала травинку с цветочком. Девочка взяла подарок, а воробейка вынула цветок из руки ребенка и клювом поднесла к губам Василисы. Девочка не сразу поняла, что воробейка просит ее съесть это растение. Когда она попробовала, трава казалась очень горькой, и девочка выплюнула. Воробейка сердито гаркнула и снова улетела. Вернувшись, вскоре с таким же растением и снова стала заставлять девочку есть. Нехотя Василиса подчинилась. С тех пор на каждой прогулке, с Леной или без, воробейка приносила Василисе это растение и заставляла кушать. А Лена-то туда же говорит: раз воробейка заставляет, значит, знает, что делает. Баба Таня сказала ведь, что это умная птица. Дальше больше. Воробейка стала засовывать кусочки этого растения в уши девочки, пока они гуляли, а по дороге домой вынимала клювом. Василисе это очень не нравилось, но она подчинялась, потому что не хотела расстраивать Лену. Она пригрозила, что если не будет слушаться Рудика, то не будет с ней дружить.
Так продолжалось больше месяца. Но самое удивительное случилось позже. Василиса вдруг начала слышать. Она с каждым днем слышала лучше и лучше. Так вот зачем Рудик ловит ее этой травой? Воробейка хочет отблагодарить девочку за спасение. Ребята рассказали о случившемся бабушке. Она только прищурилась в улыбке и сказала, что никогда и не сомневалась, что воробейка умнейшая птица. Теперь Василиса с удовольствием жевала горькое растение. Когда приехали родители навестить дочь, она бежала с криком: «Мама, я теперь хорошо слышу!» Они пошли в лес, и Василиса стала рассказывать родителям, каких птиц она слышит и где они поют. Мама даже прослезилась от счастья. Осенью Василиса пошла в обычную школу. Врач был доволен, что жизнь в деревне помогла. Рассказу о воробейке и волшебной траве он не поверил. Сколько бы Василиса ни пыталась отыскать то растение, ничего у нее не получалось. Рудик так и остался жить с Василисой. Его любимым местом было сидеть у нее на плече. Теперь уже они с родителями стали частыми гостями у бабы Тани. Василиса стала ветеринаром, но так и не смогла найти то растение, которым ее вылечил Рудик. А может быть, все-таки прав тот врач, который отправил девочку в деревню. Решать только вам.